Еще со времен школьной программы по москвоведению нам рассказывали о таинственной библиотеке, или Либерии, как ее называли на итальянский лад, Ивана Грозного, которая чудным образом исчезла из московского Кремля. По некоторым источникам, ее надежно замуровали в двух сводчатых подвалах, по другим, ее вообще не существовало. Есть предположение, что библиотеку попросту разграбили. Но тогда бы книги и рукописи из нее, безусловно, оказались в каком-нибудь книжном собрании и стали известны, а до сих пор они нигде не обнаружены, несмотря на специальные поиски. Исследователь подземный москвописатель Глеб Алексеев в своем романе «Подземная Москва» 1925 года затронул тему библиотеки Ивана Грозного и потайных ходов столичного Кремля. Друг Глеба Алексеева, исследователь подземной Москвы Игнатий Яковлевич Стелецкий, прототип археолога Мамочкина в романе «Подземная Москва». Игнатий Яковлевич посвятил всю свою жизнь поиску знаменитой библиотеки Ивана Грозного. Как известно, поиски эти не увенчались успехом. Древние подземные ходы в Москве образуют целую сеть, мало еще исследованную. Пока обнаружены подземные ходы между Новодевичьим монастырем и мануфактурной фабрикой Альберта Гюнтера, под Донским монастырем, Голицынской и Нескучным садом. Хорошо исследован подземный ход под Боровицкой башней, в которой найдены две ниши, открывающие тоннели к центру Кремля и под Ильинку. Подземные ходы имеют также башни Тайницкая, Арсенальная и Сухарева. Обнаружены еще другие подземные ходы, по-видимому. Стоящие отдельно от общей сети, в первые годы революции был найден ход из Опричного дворца, во дворе старого здания Московского университета. В застройке периода XVIII века сохранились две белокаменные палаты со столпами и кирпичными сводами в Кремль. Изучая в 1924 году результаты бурения для Мосметра, удалось установить наличие деревянного подземного хода, сгоревшего при пожаре Москвы 1571 года. Великий хан милостиво прекращает испытания своего холопа Ивана огнем, мечом и голодом и посылает ему средства для избавления от мук, ржавый нож, крымский хан Девлет-Гирей. Из скважины были извлечены куски жеванного буром дерева и крупные куски угля от обгоревших бревен. Пожар дворца вынудил Грозного построить новый загородный дворец к северо-западу от сгоревшего, в районе Малой Кисловки. Из Кисловского дворца Грозного подземное ответвление шло в загородное село Кудрино. Выход этих потайных галерей был обнаружен в усадьбе Коптевых Мейндорф на большой весьма интересный вариант выходов. Представляет итальянский подземный ход в районе Дмитровки. Он сопровождался снаружи целой россыпью зданий XVI-XVII веков, снабженных подземными ходами. Особенно пышный букет таких подземелий представляет район между Георгиевским и Столешниковым переулками, соединяющим Дмитровку и Тверскую улицу. Сеть подземных дворцов по линии Опричный дворец Кисловка-Кудрино более тесным образом связаны с первоочередной трассой метро второй и третьей очереди. Дмитровские и Юсуповские сети не менее тесно связаны с первоочередной трассой метро. Любовный тоннель, как полагают некоторые историки, под домом Троекурова, по преданию, находилась темница Бориса Годунова и подземный ход под Кремль. Прямо напротив Троекуровского дворца располагалась усадьба Василия Васильевича Голицына. Именно во дворе Голицынского дома в конце июля 1933 года при строительстве метро на глубине 5 метров шахтеры наткнулись на стену из массивных дубовых брусьев, от которых вверх шли толстые доски в виде забора. Отверстие в заборе обнаружило пустоту в виде подземного хода в прямом направлении к Кремлю. Стенки хода была завалена слоем мусора, который издавал неприятный запах. Сооружение поражало массивностью конструкции. Первый беглый осмотр его ответственными лицами привел было к выводу, что это колодец. В действительности это оказался не колодец, а спешно сооруженный в конце XVII века царевной Софьей и ее фаворитом Василием Голицыным потайной тоннель для амурных дел. Он вел из Кремлевского дворца в нынешний, некогда привлекавший внимание и восторг иностранцев, дворец временщика, кончившего свои дни в ссылке после стрелецкого бунта 1698 года.
Подземные пустоты. Большое внимание в подземном смысле заслуживает станция библиотека им Ленина как пункт скрещения Сокольнического, ранее Мясницкого и Арбатского радиусов метро. Здание библиотеки им Ленина было воздвигнуто на месте с историческими пустотами. Об этом в своих книгах упоминал Игнатий Стелецкий. После строительства на стенах библиотеки начали появляться трещины, так как своевременно не обнаружили те самые пустоты времен Ивана Грозного. Отмечается, что также существовали и подземные лабиринты под храмом Христа Спасителя, возможно, связанные с тайником дома Долгоруких. В 1913 году Стелецкий обнаружил на Волхонке в Знаменском переулке люк подземного хода. По словам археолога, историческому музею угрожал плывун, поэтому памятник Георгию Жукову сильно углублен постаментом в землю, чтобы придать зданию музея дополнительную опору. В 1949 году, после принятия закона о недрах, все исследования Игнатия Стелецкого были засекречены. После его смерти у вдовы были изъяты дневники и тетради с записями археолога. Автор первого крематория после страшного обстрела 1917 года, восстановлением Кремля занимался известный архитектор Алексей Петрович Голубев. В своих археологических заметках Голубев отмечает, описывая реставрацию церкви 12 апостолов в Кремле. В ходе работ были раскрыты заделки потайных ходов и лестниц в стенах патриарших палат. При разборке кирпичной закладки дверного проема найден заложенный, идущий на большое расстояние, существовавший здесь потайной ход для патриарха, поворачивающий под прямым углом в южной стене под клетами Раваренной палаты и выводивший прямо против северного портала к Успенскому собору. В жилых покоях патриарха найден заделанный и замурованный под толстым слоем штукатурки проем особо потайного входа с лестницы в стенах второго и третьего этажей на кровлю западной части над собором. Эта лестница начиналась с люка, находящегося в своде, куда подняться возможно по приставной лестнице. Далее он сообщает, также найдены отдельные замурованные ходы и лестницы, сообщавшие тюремные палаты женской половины с церковью Резоположения и далее по ее лестнице с западным порталом Успенского собора план подземной Москвы и Стелецкий составил, основываясь на сведениях о 350 тайных объектах, ходах, лестницах, колоннах, помещениях с высокими сводами, арках, колодцах и тому подобное. Приведем наиболее интересные и значительные примеры. В подвале бывшего дворца Эрнста и Иоганна Берона, сейчас здание Крикскомиссариата, фаворита императрицы Анны Иоанновны, имелся тайный ход до Воробьевых гор, выводящий на другой берег реки Москвы. Сейчас на месте этого замка находится Котельническая набережная. Во дворе доме Пашкова, который ныне принадлежит Российской государственной библиотеке, находился старинный флигель, где обнаружен колодец диаметром 5 метров, стены которого выложены белокаменными блоками. Он был засыпан землей и щебнем, но Стелецкий предположил, что этот колодец служил своеобразной развилкой, где сходились несколько подземных ходов. Люк в мостовой у ризницы Благовещенского собора закрывал вход на каменную лестницу, уводящую далеко вниз. Подземные туннели с потайными помещениями вели оттуда в Грановитую палату Кремля и в Архангельский собор, Новодевичий. Монастырь был соединен с фабрикой ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера, располагавшейся в Хамовниках. Тайные ходы пролегали под Донским и Симоновым монастырями, под Нескучным садом, под Благотворительной Голицынской, под Юсуповским дворцом, в Большом Харитоньевском переулке и многими другими объектами культурного наследия. Ступени каменной лестницы, уводящие вниз, были обнаружены и в подвале усадьбы Стрешневых на Большой Никитской улице. Стелецкий принялся за расчистку ступеней, но ночью некто неизвестный намеренно повредил подвал и сорвал, тем самым, начатые работы. Каким бы энтузиастом ни был Игнатий Яковлевич, он не мог расчистить все обнаруженные им завалы, которых в подземельях Москвы оказалось великое множество. Это наводит на мысли, что на протяжении многих веков столичная знать предпринимала попытки скрыть свои тайны и сокровища в недрах Первопрестольной. Порой любопытство ученого наталкивалось на массивные дубовые двери,
запертые амбарными замками. Никто не станет спорить с тем, что Московский Кремль – это уникальное место, где на протяжении многих веков принимались решения, влияющие на ход мировой истории. Но и секретов в его недрах похоронено немало. Как указывал Стелецкий, возведение наземного Кремля началось только после того, как Аристотель Фиораванти закончил подземную часть этого архитектурного шедевра. Затем он занялся строительством Тайницкой башни, а дальше эстафету принял другой итальянский зодчий, Пьетро Антонио Салари, известный в Москве под именем Петр Фрязин. Большая часть подземного Кремля осталась неисследованной, потому что во все времена доступ в этот особо охраняемый объект культурного наследия был ограничен. Но Игнатию Стелецкому удалось побывать в подземельях Кутафий, Арсенальной, Боровицкой башен. Ученого поразили огромные размеры этих помещений, ведь в некоторых местах высота подвалов достигала 6-9 метров. Это были настоящие каменные галереи, из которых выводили по нескольку подземных ходов. Интересно, что в шахте возле Кутафии башни исследователь обнаружил гроб с рыцарем в кольчуге. Не исключено, что Стелецкий видел и другие объекты исторической ценности, но не стал о них рассказывать в своей книге. Не этим ли объясняется интерес к его архиву со стороны частных лиц, коллекционеров? Подземные ходы соединяют все башни Кремля и далее ведут во все стороны, в том числе проходят и под Москвой-рекой. Не исключено, что систему туннелей создали на случай длительной осады резиденции правителя. По тайным ходам могли свободно проскакать конные отряды, проехать телеги с провизией, а в случае опасности обитатели царских палат имели возможность покинуть захваченный врагами Кремль. Такого не случилось, конечно, но предосторожность никогда не бывает лишней. Поскольку Петр I перенес свою резиденцию в Санкт-Петербург, последующие представители династии Романовых не интересовались подземной частью Московского Кремля. Сведения о тайных ходах и помещениях были утеряны, сами туннели оказались заваленными во многих местах. В 1838 году началось строительство Большого Кремлевского дворца. Разрывшие котлован, на этом месте рабочие обнаружили подземную церковь с тайными ходами и коридорами. Но о находке сообщать ученым не стали, просто засыпали все пустоты землей и щебнем. Впрочем, археология мало беспокоила и строителей метрополитена. Возле Кутафии башни ими было обнаружено древнее кладбище. Метростроевцы просто вывезли все надгробия на свалку. По свидетельствам многих людей, в разные годы живших и работавших в Кремле, в его земле время от времени возникают провалы, которые просто засыпаются щебнем и бетонируются. Подземная Москва все еще ждет своих исследователей. Возможно, наступит время, когда нижняя часть Кремля откроется для туристов, и там будет создан настоящий музей, о котором мечтал Игнатий Яковлевич Стелецкий.